Друзья, всем привет! Димаш Кудайберген стал настолько популярен, что его сценический образ считается в самых разных странах мира уникальным и неповторимым. Сам Димаш и его продюсер Канат Айтбаев не раз хвалили певцов, пытающихся петь в манере Димаша, и очень тепло отзывались о подобных номерах. Манеру исполнения Димаша пытались повторить не раз на шоу в России, Испании, Монголии. И вот еще об одном варианте сообщили из фан-группы DK Time Latina Media. Друзья, в программе «Yo Soy» телеканала Chilevisión исполнительница Эмилия Лобос выступила с прекрасной песней Димаша и Игоря Крутого «Аве Мария». Сразу скажем, певице не удалось пройти в следующий тур. И как вы думаете, почему? Да потому что копировать голос Димаша очень непростая задача, и певица, увы, с ней не справилась. Однако зрители были рады тому, что в рейтинговой передаче появился любимый ими певец из Казахстана, выдающийся музыкант, певец, автор песен и мультиинструменталист Димаш Кудайберген. Так представили Димаша в промо-ролике шоу. Для тех же, кто еще не был знаком с творчеством артиста, показали видео нескольких песен Димаша, чтобы зрители могли понять, кого будет имитировать в шоу певица Эмилия Лобос. По окончании выступления члены жюри выставили оценки и прокомментировали номер. Один из судей, Антонио Воданович, сказал: «Я думаю, что вы поставили перед собой очень сложную задачу, почти нереальную. Рискнули показать один из самых великолепных голосов мира, с диапазоном которого мало кто может сравниться. У вас хорошие вокальные данные, вы можете брать высокие ноты, а также демонстрируете глубокий тенор, но переходы однообразные, нечеткие, резкие». Демонстрация выступления Димаша – задача, над которой нужно работать много лет, и хотя этому азиатскому сокровищу всего 28 лет, его учеба началась в очень молодом возрасте, и его выступления невероятно изящны. А вот Кристиан Рикельме поддержал Эмилию. Во-первых, поаплодируйте смелости выйти на эту сцену, чтобы подражать парню из Казахстана, что на другом конце света. Самое главное здесь – это голос. Но, по мнению судьи, выступление Эмилии действительно не было похоже на Димаша. Франциска Гарсия отметила смелость и отвагу Эмилии, а также заметила, что певица представила нечто отличное от того, что зрители и судьи привыкли слышать. Ну что ж, друзья, вот такие прекрасные новости прилетели к нам из Чили. А теперь давайте вспомним другие попытки спеть как Димаш. Многие почитатели творчества Димаша с большим вниманием смотрели выпуск шоу «Точь в точь» с участием Валерии Ланской. Талантливая актриса выступила в образе Димаша с песней «Любовь уставших лебедей». Выбор песни высоко оценил самый главный эксперт творчества Димаша, его отец и продюсер, человек, создавший в прямом и переносном смысле слова гения вокала. Опытный специалист и удачливый продюсер Канат сразу положительно прокомментировал и поблагодарил Валерию Ланскую в Инстаграм. «Спасибо за выбор песни, Валерия. Валерия Ланская, удачи!» Думающая часть международного сообщества Диас в комментариях под благодарным постом Каната Кудайбергеновича также высоко оценила выступление и душевный порыв Валерии Ланской. Пользователь с ником Димаш Хат очень точно описала случившееся. «Молодец!» Возможно, пропущено слово «благодарю» за смелость.
Очень светлый человек, Валерия. Спасибо за выбор сложной песни. Спасибо жюри за добрые слова о Димаше. Возможно, кто-то посмотрит эту передачу и впервые узнает о Димаше. Многим может показаться это странным, что о Димаше знают все, но это не так. И, может, люди, посмотрев выступление, захотят больше узнать о Димаше и его творчестве. Напомним, друзья, пользователь с ником Димашхат имеет 5272 публикации и 20 тысяч подписчиков. Можно сказать, признанный эксперт творчества Димаша. Для примера, у самого Кудайбергена 3216 публикаций в Инстаграм. А как сам артист отреагировал на использование его образа? Давайте вспомним первопроходцев на этом поприще. Точно не самый яркий вариант, как на Первом канале у Валерии Ланской, но один из первых образов принадлежит творческой группе подобного шоу из Монголии. В образе Димаша тогда тоже выступила женщина. Конкурсантка Халиун Баатарджав выбрала композицию «SOS», которую не раз исполнял Димаш Кудайберген. Ранее певица примеряла на себя образы Дженнифер Лопес, Арианы Гранде, Леди Гаги и других звезд. И какова была реакция певца? Еще 8 июля 2018 года артист восхищенно поблагодарил певицу и написал: «Очень интересная пародия. Эта девушка больше похожа на меня, чем на себя. Очень талантливо сделано». Вот такова реакция самого артиста даже на первый упрощенный вариант использования его образа. Теперь давайте вспомним реакции участников жюри телешоу «Точь-в-точь» на Первом канале. Они были положительные, по большей части, от жюри. Только пародист Максим Галкин отозвался о выступлении Валерии Ланской резко отрицательно. Почему так? Заметьте, все участники жюри не пародисты, а просто талантливые актеры. Им понравилось выступление Ланской. Они понимают, что добиться полного сходства с оригиналом Димашем невозможно, и это не первоочередная задача развлекательного шоу. А Максим Галкин – пародист. Думаете, ему нужен новый яркий конкурент в лице Ланской на Первом канале? Выводы можете сделать сами. Кстати, Максим Галкин сам находился в роли участника шоу, показывая «Бель» из Нотр-Дам-де-Пари. Вокал пародиста можете оценить самостоятельно. Отрицательная реакция Максима Галкина спровоцировала еще одну волну популярности Валерии Ланской. Ее пригласили на самое рейтинговое вечернее шоу «Вечерний Ургант». Как вы помните, туда приходят самые-пресамые популярные персоны. Там уже успел побывать дважды в компании с Игорем Крутым и Димаш Кудайберген. Там же прекрасно засветился и знаменитый обладатель Грэмми Иманбек Зейкенов почти сразу после получения почетной награды. Настала очередь и Валерии Ланской. В конце долгой беседы девушка рассказала, что Канат Айтбаев написал ей в Инстаграм: «Мы вас поздравляем», и сообщил, что они с Димашем вместе смотрели ее выступление. На что Ургант сразу же ответил: «Вот такого сына я бы хотел». Со слов Валерии, все плохое ушло, и хорошо, что так случилось. Друзья, ссылка на выпуск «Вечерний Ургант» дана в описании к видео. Приятного просмотра! Со слов Валерии, ее выступление одновременно смотрели не только мы, зрители Первого канала, но и Диас, и папа Димаша, и сам Кудайберген. Так что самый главный человек в творчестве Димаша, Канат Айтбаев, и наш любимый артист уже дважды одобрили выступление Ланской, даже задолго до эфира телепередачи. Не удивимся, что все произошедшее на телешоу «Точь-в-точь» и продолжение в «Вечернем Урганте» является одним хорошо продуманным планом для привлечения внимания. Так сказать,
Скандалы, расследования, хайпы-шмайпы, ведь выпуск с Ланской набрал на сегодняшний день 950 тысяч просмотров, почти миллион. А другие новые выпуски еле-еле дотягивают до десятков тысяч просмотров. Так что в выигрыше оказался не только Первый канал, но и сам Димаш Кудайберген. В общем, всем спасибо за популяризацию его творчества. Прежде всего, продюсеру артиста Канату Айтбаеву за мудрый ход и разрешение использовать песню из репертуара Димаша. Конечно, автору музыки Игорю Крутому. Валерии Ланской за смелость. Отдельное спасибо правдорубу Максиму Галкину за его речь с отрицательным отзывом. Если бы не он, то не было бы такого шума и ажиотажа. В общем, стандартный рекламный трюк. Теперь о Димаше узнает еще больше зрителей Первого канала, с чем вас и поздравляем. Друзья, всем большой рахмет!